У меня есть знакомый, который судится с бухгалтерской компанией. Он плохой бизнесмен, ему не получается. Да, в этом нюанс. Если к вам придет проверка в Польше, они не уйдут без штрафа. Мне нравится проходить здесь проверки. Мы идеальные, у нас не будет ошибок. То есть у нас происходит так, что у нас клиент вообще не принимает участие в проверке. Как платить меньше налогов в Польше? Ты должен заплатить, а потом с ними судись. Ты же ходишь в бедронку, принеси мне чеки. Иностранцы в Польше, они в налоговой немножко под колпаком. Может, я не имел права об этом говорить. Например, ты построил дом, тебе пришли. Да. Где деньги взял? Ты реально в каких-то схемах участвовал, это понятно. Что нельзя такого делать. FBI выезжает, и тебе выламывают двери, знаешь, там кидают слеповуху, ложат тебя мордой в пол. У меня, у знакомого была такая ситуация, к нему пришла проверка в компанию, и он пришел к своей бухгалтерии и просил их о помощи. И бухгалтерская компания сказала, мы такую услугу не предоставляем. И в этом подкасте я хотел бы обсудить, какие услуги бухгалтерия в Польше предоставляет, за что она отвечает, как легально платить меньше налогов в Польше и что там с этими проверками, да? Чего людям стоит бояться, а где можно наоборот расслабиться и понимать, что есть варианты и конструкции, как можно быстро, экологично решить вопрос. Представьтесь, пожалуйста, в 2 словах о себе, о бизнесе, и дальше будем разбирать. Меня зовут Александр, я основатель бухгалтерской компании в Польше. Мы на рынке уже около 8 лет. Штат у нас как бы не очень большой, но клиентов у нас уже больше 120. Как бы очень динамично развиваемся последние года за счет рекламы, за счет SEO. За счет наших же клиентов, потому что уже приходит как бы по рекомендации к нам очень много клиентов, поэтому как бы иногда немножко страшно, как быстро и сильно мы развиваемся. Давай начнем с самого интересного. Какие есть инструменты, как легально платить меньше налогов? Ты рассказывала за кадром за книжку про ВАТ, да? Как она называлась? «Я красть ВАТ». Как украсть ват. Да? Это книжка, написанная в Польше. Это книжка, написанная в Польше человеком, который помогает предпринимателям защищаться от государства в разных спорах по налогам, по налогам в основном, да. То есть это как бы следователь такой, когда, например, предпринимателя могут поставить в ту же карусель ват, в том числе, втянуть, кстати, да. И ему как-то нужно отбиваться. И вот есть такой человек, он очень популярный, он написал 2 книжки, там одна «Я красть ват», а другая как «Я красть белым кольножику», то есть белой рубашке, да, скажем так. И он написал 2 книжки, но как бы это не призыв и не схемы, как красть, это его практика в тех кейсах, где он защищал фактически предпринимателей от того, чтобы как бы от государства, скажем так. В ситуациях, как он описывал, в ситуациях, когда предприниматель не был виновен, но его как-то преднамеренно втянули какую-то схему, ту же самую по налогам, да. Так как же платить меньше налогов в Польше? Давай какие-то разберем фишечки. Фишечки, скажу тебе так, что как собственник бухгалтерской фирмы могу тебе сказать, первое и самое важное правило, это, конечно же, нужно, чтобы у вас была классная, хорошая бухгалтерия. А возможно ли бухгалтерию в Польше вести самому? Вот мне иногда люди пишут, у меня есть бухгалтер, допустим, в Украине, я вот думаю его там туда-сюда поднатаскать, он в Украине уже 20 лет бухгалтер, типа, Станислав, посоветуйте курсы какие-то бухгалтерские. Возможно ли это? Самому тяжело, если у человека есть опыт ведения бухгалтерии в Украине, то есть его немножко потянуть, чтобы отправить на какие-то курсы, или чтобы он сам пошел на курсы, можно, но как бы это немножко рискованно. Если мы говорим о ЙОДГ, то здесь как бы намного все проще. Я считаю, что где-то полгода, год, и человек, у которого уже есть опыт ведения бухгалтерии, например, в других странах, он как бы потянется и будет себя нормально вести. Если мы говорим о спулке, то я бы не рисковал. Даже я бы сказал так, что если есть человек, у которого есть опыт даже ведения тоже ТОВок, например, в Украине, либо там ООО там, в других странах, можно его подучить, и он будет работать, но желательно, чтобы кто-то был сверху, чтобы контролировал его, да, кто бы в чем основной риск, как ты считаешь? Риск... что он неправильно закоченгует
фактуру или в чем? Риск в том, что, да, как ты говоришь, неправильно закшингуют фактуру, что приведет за собой проверку с налоговой, либо, ну, с налоговой, если мы говорим о фактуре. Мы еще про проверки сегодня поговорим. Да. Приведет за собой проверку, а проверка, если приходит проверка, такой есть лайфхак, они без штрафа как минимум какого-то маленького не выходят, да. То есть у нас, например... Минимум напивок надо дать. Ну, напивок на лапок. Не путать с лопухкой. Ну да. Да, может риск именно для клиента, для предпринимателя. Да, он может сэкономить, он может найти бухгалтера, например, как пример, да, кто-то работал, например, возьмем в Украине бухгалтера много, там 30 лет, переехали сюда, да, и как бы возьмем себе так, бухгалтерша решает, что она может вести здесь спулки, потому что она там почитала, где-то пошла на курсы и уже в интернете дает какую-то рекламу. Я там предоставляю услуги бухгалтерского учета для спулки. Да, здесь как бы заманчивая цена может быть, потому что, как правило, там цена заманчивая, но нужно сразу же, ну, как бы понимать риск. Но человек, бухгалтер, это не просто бухгалтер закшинговать фактуры. Это должен человек также ориентироваться по налогам, потому что ту же самую фактуру можно закшинговать по-разному. А что это на практике означает? Например, по затраты на легковой автомобиль. Да. То есть, если он используется для целей мешанных, то есть он используется для личных целей и для работы, ты можешь по вату, например, списать только 50%, а 50% вата пойдет тебе в расходы, а именно нетто сумму можно только 75% списать в расходы. То есть, и если возьмем ситуацию, что не сделала этого, ну, потому что, кстати, скажу, с того, что я знаю, в Украине можно 100% и НДС, и нетто списывать в расходы. НДС возвращать, нетто в расходы. И получается, если, например, возьмем целый год, бухгалтерша кшинговала эти фактуры на 100%, насобиралась, там, например, не знаю, по-разному может быть, 50 тысяч злотых лишних расходов, которые не могли пойти в расходы, вот эти 25% от суммы нетто, да, они были. Потом налоговая, например, проводит проверку, либо где-то заинтересовалась. Ну, и если это будет еще сразу же по факту, то это еще одно, там, заплатить 9% спулка ЦИТа, да, с этого там не так много. Но если придет проверка через 2-3 года, заставит заплатить еще плюс проценты. Отсетки, да? Да, так это будет немножко уже неприятно. Это как такой элементарный пример. А примеров может быть много. Я скажу так, даже все люди, все бухгалтера люди, это не роботы. Они как бы им приемлемо ошибаться. То есть нет человека, который не ошибается. И у нас в компании есть бухгалтера, которые с опытом 20-30 лет, но я не могу честно сказать клиенту, вот мы идеальны, у нас не будет ошибок, да. Я знаю, что могут быть ошибки, и нужно понимать это, но одно дело, когда бухгалтер в Польше проработал 30 лет, а другое дело, когда человек приехал свежий, да, он был бухгалтером, но приехал сюда, не ориентируется в законодательстве, да, не ориентируется там какие-то моменты по бухгалтерии и начинает вести бухгалтерию. Да. Окей. Как платить меньше налогов в Польше? В Польше нужно вообще с самого начала, вернуться с самого начала, когда человек захотел открыть фирму. То есть самое главное – это выбрать правильно организационно-правовую форму, это ЙОДГ либо спулку, конечно, если позволяет тебе статус, да, не всем позволяет ЙОДГ открыть статус. И второе – это выбрать правильно форму налогообложения. То есть если ЕДГ. Если ЕДГ, да. Ну, есть еще нюансы, вот, например, по спулке есть такое понятие, как эстонский ЦИТ, да, о нем как бы часто говорят, но мало кто его использует. Ну, например, скажу так. А расскажи в двух словах про эстонский ЦИТ. Ну, эстонский это же тоже один из инструментов, как легально платить меньше налогов. Меньше налогов, да. Если ты... Расскажи, что он дает и просто какие там критерии, чтобы базовые. Мир разделяется на две категории. Первые — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами
и продолжаем смотреть выпуск. Базовые критерии, как бы, по сути, все. Там микропресимперцы могут под этот эстонский цит, в каждого, по сути, можно, если взять. Здесь есть нюанс, что, да, ты не платишь 9%, пока не выплатишь дивиденды. То есть ты как бы реинвестируешь эти деньги. Если ты их реинвестируешь, тогда фактически ты можешь не платить 9%. Это как бы экономия. Но это, как для меня, это строчка времени просто. То есть ты заплатишь все равно этот налог, просто ты его не заплатишь сейчас. Ну, и как происходит на практике, да, будем честными. То есть, по сути, если у нас есть пул КАЗО, да, и человек хочет, собственник, как-то пользоваться деньгами, потому что ЙОДГ это немножко легче. Там пришли деньги на счет, человек себе как бы пошел, заплатил в бедронке, в Лидле, что-то купил, без проблем карточкой своей пользуется фирменной с ЙОДГ. С пулки ты не можешь просто пойти и в любом магазине себе рассчитаться, а нужно что-то жить. Часто люди экономят, да, они выплачивают дивиденды, иногда из той причины, что не могут выплатить, потому что в первом календарном году ты дивиденды только можешь выплатить в следующем году. И только когда ты выплатил сделал первый отчет, тогда ты можешь уже дивиденды выплачивать каждый месяц. Ну, мало кто этим пользуется. Можно еще через повылание, да, выплачивать. Ну, тоже люди экономят, потому что они хотят платить там 12 плюс 9, да, процентов. И поэтому что делать? Идут в банкомат, просто выплачивают деньги из банкомата пошли как будто в кассу фирмы, ну, а человек себе пользуется деньгами. Правильно? Ну да, так делают. Да. И по сути здесь как бы, если взять эстонский ЦИТ, ты тоже как бы можешь пользоваться по сути деньгами, если такой, да, секрет сделать, но ты не будешь платить ЦИТа, пока не выплатишь дивиденды. По сути деньги как будто будут лежать в кассе фирмы. Может, я не имел права об этом говорить, но есть такой, да, лайфхак, как бы маленький. Так это ж, не знаю, мне кажется, это все понимают. И тут большинство так делает, скажем тут так. Нету никакого за это, де юре штрафа. То есть ты имеешь законодательно так сделать. Единственное, что если будет проверка, когда придут, если бы на кассе там собиралась, не знаю, там 100 тысяч злотых, они могут потребовать показать. Покажи. Я думаю, это не проблема. Одолжить у кого-то, просто принести, вот, пожалуйста, у меня есть деньги, да. Типа того, да. Ну, или это же его не последние деньги, скорее всего. Там. Окей, что еще по таким фишечкам? По фишечкам, форма налогообложения. Мы как бы по эстонский ЦИТ, как бы кратко, скажу так, это не популярная форма, то есть есть, я знаю, фирмы пользуются, но как бы есть также проскочила информация, ну как бы не один раз слышал, что те фирмы, которые на эстонском ЦИТе, за ними, они в налоговой немножко под колпаком, то есть более пристально на них смотрят. То есть там еще есть нюансы тоже по расходам, потому что не все расходы там можешь включить, но скажем так, что можно, но как бы мало кто этим пользуется, даже с поляка взять, польские фирмы, наверное, есть на этому причина. Поэтому если мы говорим ЙОДГ, правильная форма налогообложения, при спулке как бы выбора большого нет, там, 9%. Я бы сказал, его нет. Его нет, да. Не, его-то нет, но есть момент с выплатой дивидендов, да? Да. Это стандартно, да. 9 плюс 19, 28, через, например, по Влане ты можешь вывести 12 плюс 9, притом 12 до 30 тысяч, у тебя нет 12. До 30 тысяч дохода у тебя нет 12% налога, правильно? Да. Не, у нас предприниматели, считай, там 10 тысяч злотых чистыми минимум себе выводят в месяц, поэтому их эта акция не интересует. Все равно какая-то есть экономия, там 3600, но есть как бы да, экономия. Ладно, согласен. То есть здесь вот тебе, пожалуйста, экономия, да. Идешь, выплачиваешь взыски, да, то есть доход фирмы выплачиваешь не через дивиденды, где 28, выплачиваешь, например, под 12 плюс 9, либо, есть момент, ты можешь зарегистрировать себе ЙОДГ, и сделать тот же решалт, например. Смотри, а такой вопрос. Часто схема делают, это есть своя компания, у тебя есть твое ЙОДГ и выводят деньги через ЙОДГ в рамках своей компании. Это нормально или нет? Так делают? Это нормально, если там рыночные цены, да, скажем так. Ну, понятно. То есть ты все равно представляешь какую-то услугу. Ну да. А можешь привести примеры, как это, вот хороший или плохой пример? Хороший пример, это есть все равно, например, ты представляешь своей фирме какую-то услугу, за это получаешь деньги. Да. В пулке. ЙОДГ представляет какую-то услугу. Ты как ЙОДГ предоставляешь услугу своей же фирме, где ты член правления. Да. И, соответственно, как бы это должно как-то котироваться с нормальностью. То есть, если, например, спулка заработала, не знаю, там, 10 тысяч злотых, и 10 тысяч злотых ты вывел с спулки на ЙОДГ,
то понятно, что это, ну, как фирма Мойка может денег? развиваться, да. Но это не отмывание денег, но здесь есть такое понятие, как особо повязаны. То есть ты как бы повязаны своей фирмой. Да. И если будет какая-то проверка, они посмотрят, проанализируют более детально. Даже, чтобы вы понимали, налоговая, когда делает проверки, да, немножко уже пришли туда, немножко дальше, они не только смотрят под взглядом законодательства, они так и смотрят на твою бизнес-модель. То есть если они смотрят, что это годами, у тебя есть спулка, но она вообще ничего не зарабатывает, она работает в минус. Там почему-то ты тратишь, у тебя здесь как бы нужно как-то развивать себя, а ты берешь там, не знаю, тратишь, покупаешь дорогие машины на фирму. То есть они даже смотрят под этим взглядом, если они увидят, что как бы затраты твои как-то связаны с твоей деятельностью, но они намного больше от нормальности, как бы нормальной бизнес-модели, ты бы не потратил эти деньги, если бы ты вел реальный бизнес, то они могут как бы это подвести, что вот этот расход, он тебе как бы, ты не можешь его использовать, мы его выкидываем. А как они это аргументируют? То есть, ну, что значит не можешь? Ну смотри, есть одно понятие по расходам, то есть нет такого, что что-то ты можешь в расходы ставить, что-то не можешь. Здесь как бы есть ключевое понятие, что расход – это то, что тебе помогло получить твой доход. Да. То есть в транспортной фирме это одни расходы, да, например, там топливо, машина и все остальное. Понятно, есть стандартные, там бумага, кофе, офис, это как бы везде, да. Ну, то есть нужно, получается, налоговая спросит, как тебе этот расход помог получить твой доход. То есть если у тебя фирма, которая, например, не знаю, зарабатывает в месяц 10 тысяч злотых, а ты берешь на эту фирму Феррари, например, покупаешь, ну, и тебя спросят, как? Лизинг. Лизинг, да, и тебе нужно эти 10 тысяч отдать за лизинг. Спросят, ну, а как оно тебе помогает? Да, машина нужна, не спорю. То есть машины можно ставить в расходы, затраты на машины можно ставить в расходы, но они как бы спросят, зачем тебе Феррари? Да, понятно, если у тебя были там обороты, там десятки миллионов евро, злотых, нет проблем, пожалуйста, у тебя остается еще-то запас. Но если ты, например, свой весь доход платишь за Феррари, например, ну так они бы выкинут эту Феррари просто, скажут, иди с ними судись. То есть они сначала как делают? Они это выкидывают с расхода, заставляют тебя заплатить налог плюс проценты, ты должен заплатить, а потом с ними судись. Добрый вечер. Интересно. То есть нету такого, что вот когда вот все суды пройдем, тогда мы посмотрим, заплатим или нет. Нет, ты заплати, а дальше иди оспаривай, да. Одно дело, когда как бы это какой-то небольшой расход тебе выкинули, ты пришел, заплатил, даже не судишься, да. А если это годами... Вот... Снимать квартиру в аренду и платить за нее с денег компании. Мы говорим сейчас о спулке или... О спулке. Нельзя такого делать. Некоторые бухгалтера это проводят. Я знаю. У меня бухгалтер когда-то первый говорил, иди с бедронки чеки приноси мне. Почему ты не приносишь чеки? У тебя доход большой. Ты же ходишь в бедронку, принеси мне чеки. Я на него смотрю. Но это был последний бухгалтер, после которого я решил сам обслуживать свою фирму. То есть я за 1,5 года поменял 3 бухгалтера, когда приехал в Польшу. Я учился здесь на бухгалтера, у меня юридическое образование, и когда в один момент я понял, что когда мне бухгалтер говорит, принеси с бедронки чеки, я понял, что это не бухгалтер, от него нужно выбегать. Но крайняя точка была, когда они немножко там натупили по бухгалтерии, и да, я должен был заплатить налог, но я на протяжении года, но я мог его платить каждый месяц. А так мне пришла просто сумма заплатить 15 тысяч злотых. В тот момент, когда у меня обороты в месяц там 20 тысяч злотых, оборот, я не говорю о доходе. Да, это уже была последняя как бы крапля, как говорится. Я потом после этого начал сам свою фирму обслуживать, и так как бы начался мой бизнес. Но мы вернемся сейчас к моменту, ты говоришь, некоторые бухгалтера говорят. Проводят, да. Это. Возвращаемся опять к проверке, да, потому что конечная цель как бы ведения нормальной бухгалтерии, все делается для того, чтобы если когда-то будет проверка, она, скорее всего, что будет, если фирма будет нормально вести бизнес, мы не говорим о фирмах таких однодневка, да, которые там год проработали, там закрыли, там потом открыли, мы говорим о нормальном бизнесе, где человек хочет развиваться, где-то 10 лет работает. Да, 10 лет, да. Нужно понимать, что проверка придет. И придет проверка, и они все посмотрят. Поэтому... К скольки клиентам в 100% приходит проверка? Вот из ваших? 1%. 1%. Но у нас, я же говорю, мы не такая как бы старая бухгалтерская фирма, да, нам 8 лет, и
У нас, да, Не, есть ну компании, 8 лет это немало. ну, у нас есть компании, которые с самого начала с нами, да, есть много, которые только вот зарегистрировали на прошлой То неделе, есть, да, например. грубо говоря, вот люди, которые нас сейчас слушают, они могут понимать, что если придет проверка, то я хочу подрезюмировать, да, если к вам придет проверка в Польше на вашу компанию, то тезис номер один: они не уйдут без штрафа, Да, да, ну верно. так вот, скорее И всего. желательно им такой, как бы совет, даже показать, придумать какой-то штраф, тогда вам будет намного легче. Если вы Понял. сразу покажете, вот смотрите, вот здесь мы немножко не доработали, и, может, им этого будет хватит этого будет, и они дальше просто не будут вас более Окей. детально проверять. Ну, Окей. как бы это, если мы говорим о какой-то маленькой проверке, когда вас не хотят там схавать полностью, да. Ну да. 1% шанс, что к вам может прийти проверка просто рандомно, либо вы попали в какую-то там карусель, да? Можем так зафиксировать, что это в среднем 1%? 1%, я бы сказал, это как бы плановые проверки. Плановые проверки это 1%. Ну, мы Но сейчас за нужно плановые. понимать, За барабан что судьбы это понятно, что если ты да, случайно попал, случайно, или может ты... быть, может два раза за год можешь попасть, например. Ну да, или если ты реально в каких-то схемах участвовал, это понятно, что тебе может прийти проверка, потому что ты нарушал закон, и это нашли. Ну, как бы... Я сейчас имею в виду про простого предпринимателя, который вот нормальный, приехал сюда, он хочет платить налоги, Да. и он при этом понимает, что он может где-то тупить, или бухгалтерия может тоже где-то Да. тупить, да? Соответственно, тезис номер один — это 1% вероятности, что к вам придет просто плановая проверка. Тезис номер два: если приходит проверка, то лучше не стесняться и заплатить какой-то штраф осознанно. Может, где-то, если вы знаете, что есть ошибка, сказать: да, тут сори, виноват, да, чтобы дальше это не было, не разматывать весь клубок Да. и все остальное. То есть презумпция виновности, да, точнее, когда ты просто сам говоришь, что ты типа виноват, это лучше, чем если они найдут это сами. Но это нужно сделать красиво. Это нужно не то, что они пришли, а ты сразу такой: вот смотрите, Ну, вот здесь у понятно. меня нарушение, да. То есть ты же приблизительно понимаешь, что они будут проверять. Вот там просто поставь бумажку с нарушением, да. Окей. И чтобы они эту бумажку взяли и вот такие: о, у нас же все есть, как бы уже проверка, по сути, сделана. Я говорю, это если мы говорим ситуация, когда твою фирму хотят схавать, в том плане, если есть команда, просто там потопить, да, если это какой-то политический, например, вопрос, да. И третье, что по проверкам можно было бы зафиксировать, это то, что могут отмотать на время назад, да, это может быть, собственно, мы знаем, 5 лет, Да. и если что-то не так, то могут наложить там штраф и плюс проценты, которые нужно будет потом уплатить. Какие могут быть отсетки, то есть проценты за то, что ты не заплатил налог? На данный момент около 15%. Это ставка процентов, да, по налогам. Но есть один нюанс, что это такая ремарочка по физлицу. Если, например, ты не показал свои доходы, это физлицо, и налоговая найдет, например, ты построил дом, тебе пришли, Да. где деньги взял. А ты непонятно, где... А вообще денег нет, 70%. То есть если они докажут, вот ты построил дом за миллион, построил дом, покажи, нет дохода, или есть дохода 100 тысяч только, да? Окей, а 900 тысяч где взял? Ну, не знаю. 70% плати налог и иди с нами судись. Как бы. Но это бывает редко, и я думаю, что это нашим не грозит, потому что если взять иностранцев, наших, имею в виду наших людей, да, иностранцы в Польше, здесь как бы есть пути отхода, да, там можно какую-то пожичку сделать с Украины, как будто ты, ну, например, если Украину взять, да, привез, либо, ну, у нас нет истории, да, бэкэнда. Одно дело, когда поляки, ты здесь вырос, родители, все. Да, где-то на крипте денег заработал. Да, а ты приехал, у тебя еще там была жизнь, и ты можешь сказать: вот я оттуда денег привез, да, здесь как бы есть... Какое-то алиби. Да, здесь можно найти алиби. Ну, кстати, мы подобные проверки по клиентам проходили. Они работали, например, минус. Ну, это... Как компания, да? Компания, да, работала минус, там, 2-3 года, но там большие минуса были, там, по 300 тысяч злотых, по 200. И пришла налоговая, и они там прям полгода их там мучили: покажите, где деньги, как вы живете, покажите договор аренды квартиры, а за что вы живете, да. То есть но, кстати, все нормально там закончилось, как бы никаких штрафов, ничего не было, там все сделали красиво. Прикольно. Давай про проверки тогда еще, чтобы закрыть как бы этот блок, да.
Какие у вас еще были с клиентами проверки? Как это обычно происходит? Тебе приходит письмо, либо на юрадрес приходит инспектор, либо сразу FBI выезжает и тебе выламывают двери, знаешь, там кидают слеповуху, ложат тебя мордой в пол. Как это происходит? Ну, скажем так, в общем-то происходит так, что приходит письмо, на конкретную дату явиться к нам, либо на конкретную дату мы явимся к вам. И мы как бы готовимся. Как правило, это есть там неделя, 2-3, то есть есть время для подготовки, есть вопросы, которые, с каких вопросов они, да, какие документы они хотят. Они прям пишут сразу? Да, они сразу пишут, какие документы хотят. Мы проходили проверки по ГАИ-ТД, то есть это главный инспектор транспорта дорогого, ну, раз 10, наверное. По Это для транспортного бизнеса, да? Да, да, это проверяют по лицензиям, там по розовой бумаге, там есть такое понятие тоже. Страж граничную тоже мы проходили, ну, это не мы, это мы с клиентами проходили. Ну, вы как бухгалтерская компания, да. а он как клиент. То есть у нас происходит так, что у нас клиент вообще не принимает участие в проверке. То есть он нам отправляет письмо, он себе спокойно делает бизнес, работу, живет, а мы готовим все документы и по полномочництву просто по доверенности ходим и уже Классно, общаемся. Ну, это круто. Даже есть это моменты, круто. когда мы даже протоколы подписываем и штрафы принимаем. То есть Типа, не на если себя. клиент акцептует, говорит, да, окей, я согласен. Получается, они пишут письмо, и либо они приходят, чтобы взять эти документы, либо ты должен явиться и принести эти документы, да? Да. Что это за документы обычно? Какой базовых там хотя бы список? Базовый список все время по-разному, в зависимости от того, какая причина проверки. То есть, если это жалоба, например, какого-то работника, если мы говорим сейчас инспекция працы, да, проверяет по работнику, то они, как правило, требуют по всем работникам, но мы уже научились. То есть они требуют по всем работникам, там умови злицення, освячення, листы плат, квитки выплат. Я говорю польский, потому что ну, тяжело сейчас будет. Я думаю, люди, которые с фирмы, они ориентируются, да. И мы уже привыкли, что мы знаем, что на первую проверку мы почти ничего не приносим. Потому что он говорит, как правило, у нас уже на проверке говорит, ну, мне, пожалуйста, по этому человеку все принесите. Одно дело сейчас сделать по 50 людям, да, и принести. И у нас было такое. Мы сидели 3 дня, все готовили, там, ксерокс, вытягивали, подписывали, это тоже, ну, не мы там отправляли, они подписывали, потому что, ну, сами же понимаете, все предприниматели, всегда все документы подписаны. Вовремя, мы приходим, а он такой, ну, нет, это не нужно, вот дайте мне по этому человеку. Мы такие... 3 дня работы, да, поэтому мы как бы научились, мы сейчас идем, берем несколько документов, говорим, что не успели, там, например, это такой тоже лайфхак для предпринимателей, которые сами будут ходить, и уже по факту смотришь. Говорить нужно с ними адекватно, нормально, не нужно психовать, они такие же люди, как бы, ну, я скажу так, что мне нравится проходить здесь проверки, потому что если взять все проверки, которые мы прошли, ну, может, был несколько случаев, когда нам там хамили. И то, если ты в ответ тоже начинаешь с ними жестко говорить, они как бы становятся на место. То есть они не как те собачки, что, наверное, еще больше там тебе хамить. То есть, условно, он тебе нагрубил, а ты такой, типа, что вы так общаетесь? Да, какое имеете право со мной общаться, кто я такой? Ну да. То есть я ваш клиент, по сути, да. То есть Ну, с ними начинаешь... в каком-то смысле, и они... Ну, то есть мне это нравится, поляков. Но большинство адекватно общается. Это не только как бы госорганы, это нормальные, ну, поляки обычные, они как бы плюс-минус такие же, да. Если они почувствуют силу, то есть если они будут неправы, они тоже как бы опустятся немножко на землю. Ну, по-разному, но если это проверка, например, по ВАТу, возврат ВАТа, да, вот часто тоже очень популярно, да. Если фирма имеет к возврату ВАТ и просит нас, потому что мы как бухгалтерия можем либо перенести на следующий месяц, это как бы у нас в стандарте. Если человек не попросил вернуть ВАТ, значит мы автоматически переносим по декларации на следующий месяц. Если клиент нас попросил вернуть ВАТ, тогда мы делаем запрос. Запрос с момента отправки декларации 60 дней на возврат ВАТа. Если все было окей, то, что мне нравится очень в Польше, ВАТ возвращается. Здесь нету никаких игр с ВАТом. То есть ты должен его заплатить, но ты имеешь право вернуть. И когда ты запрашиваешь на возврат ВАТа, соответственно, просят за конкретный месяц все фактуры, в зависимости от суммы. То есть это небольшая сумма, там 10, 15, 5 тысяч злотых, попросят
основные, самые большие фактуры, они же видят по декларации по вату. Они Вот просто тут, примерно считают, да, там, если все проходит, то возвращают. да, а если это уже большая сумма, вот, например, как пример у меня, я сейчас первый раз, кстати, возвращал ват, потому что мы купили помещение себе в кредит под офис, да, и возвращал ват, и там была довольно большая сумма. Там попросили все, и все документы закупу, и все документы из продажи, и все оплаты за все документы закупу из продажи, и договор нотариальный попросили, и там еще освещение, то есть в зависимости от суммы, чем побольше сумма, тем больше документов. Но если у нас, например, есть тоже пример клиента, который все время это возвращает ват, и тоже не маленькие суммы, там свыше 200 тысяч злотых, потому что он покупает в Европе машины и продает за границу машины. И там каждый месяц у него выходят большие суммы. Первые 2-3 месяца его проверяли, а сейчас просто уже на автомате. То есть делается запрос и уже возвращают деньги, они даже не проверяют. Если мы говорим по возврату ват, документы такие, да. Если мы говорим по стражграничной, проверка по работникам, ну, это стандартно, все там облзлацания, все документы, которые дают право пребывать и работать. Это может быть разные документы. Может, да, паспорта на с картой побыта, либо там звание. Либо разрешение на работу. Да. Могут приехать даже проверить. У нас было по транспортной фирме. Приезжали на хостел, проверяли, спрашивали, живут там или нет. Даже до такого доходило, например. А они там реально не жили, ну как жили, приезжали раз в полгода, но это же транспортники, водителя, куда? Это иностранцы, у них нет здесь как бы семьи, да, в Европе, они себе ездят там вообще без прерывов, ездят себе по Европе, они приезжают. Давай с тобой сделаем резюме и топ каких-то 5 ошибок, почему к вам может прийти проверка. Или там сколько есть, да, какие-то ошибки, чтобы люди понимали. Первое, это то, что мне пришло в голову, это когда, например, бухгалтеру забыли отправить какую-то фактурку продажи, например, элементарно. Вы продали что-то по фактуре, бухгалтеру забыли отправить, а покупатель показал по своей декларации. То есть мы не показали, вы не показали, покупатель показал. Соответственно, система высветила, что вот там нет в этой фактуре проверка, да. Ну, это такая мини-проверка, там, сделайте корректу, там, либо еще что-то, и все окей. Но это уже как бы такая проверка. Плохие отношения с работниками, если мы говорим по ЗУСу, плохо распрощались. Написал жалобу либо, в основном в ПИП, да, пишут жалобу. Написали жалобу в ПИП. ПИП это расшифруй. Да, Промысловая инспекция працы. То есть государственная инспекция по труду, да, которая проверяет правильность трудоустройства, исполнение там норм по зарплате, по минимальной ставке, по тем же разрешениям на работу, легально ли ты принял, да, имел ли ты право принимать на работу какого-то иностранца. Потом третий, вот по разным органам пойдем, да, это у нас была налоговая, здесь ПИП, страж граничная. На границе выезжал твой работник, прострочил, например, какой-то там безвиз, там, либо визу, да, его там взяли и разматывают этот весь клубок. Давай проверим фирму, а там, смотри, на этой фирме еще таких там 40 человек работает. Да, и которые тоже непонятно там, на каких документах приводят. Да, тоже давайте всех сюда. Четвертое, что у нас, GATE-DAT, это инспекция транспорта, которая занимается лицензиями на международные перевозки, там, грузовые и пассажиров. Тоже водитель ехал, например, не знаю, там, его остановили на дороге, посмотрели, там, например, в плохом состоянии автомобиль, либо тахо, да, есть такое понятие, он там превысил часы работы, да. Какие-то такие нарушения тоже могут проверить, и, как правило, проверяют. Это очень часто, кстати, бывает на границе почему-то. Вот, у нас клиентов несколько было проверок по ГИТД, и 50% это почему-то на границе зацепились за них эти ГИТДшники, да, и человек стоял там, проходил, может, там не успел там на растаможке, да, там поставить эти, остановиться, потому что есть время, когда он может, да, работать, когда нет. Ну да, он должен паузу делать. Должен делать паузу. Не сделал паузу, там, проверки. Такой вопрос. А за что реально можно присесть в тюрьму? То есть есть ли какие-то кейсы или какая-то жесть, где люди реально переходят красную черту? У нас как бы такого не было.
У вас есть клиент, который сел в тюрьму в Польше? Не, у нас нет клиента, но опять же таки, если возвращаться к книжке, да, которую я читал, Да, то там, где большие деньги, там, ну, как бы садятся. там То небольшая есть там, где ответственность, есть да. преднамеренность, понимаешь? Одно дело, когда ты просто забыл отправить фактурки, да, и там не заплатил налога, да, окей, это было там 2 года назад, ты там забыл отправить фактуру, не заплатил с этого налога, Мгм. тебе начитают налог, заплатишь с процентами. А другое дело, когда ты организовал целую преступную схему, да, регистрируя фирмы, например, на каких-то там бомжей, Мгм. которые там здесь либо выезжали и гонял там в ад, например, да, продавал там фактурки. Ну, понятно, что за это ты сядешь, Мгм. если тебя, конечно, найдут, да, если ты здесь. Ну, кстати, этот момент немножко неприятный, потому что очень много наших сограждан таким занимается, да, и немножко подпортилась репутация тех Мгм. же банков, да. Ну да, Вот кстати, открытие банков счетов. почему вот с кем я не общаюсь, почему тяжело открыть счет? Потому что говорят, ну, усилили меры безопасности, потому что вот иностранцы занимаются вот, отмыванием денег, Мгм. да, через фиктивные фирмы. Мгм. За такое ты сядешь, да. Когда ты, например, ну, по сути, здесь можно сесть даже за то, что ты не принес на проверку документы. Вот даже мы были вчера на проверке, и там последний пункт, когда тебя вот то принесите, а в конце, если не принесете, тогда вам грозит до 3 лет позбавления вольности, да. То есть за это можешь сесть. Ну, понятно, что за это тебя никто не посадит. Ну, здесь как бы адекватные, да, Мгм. адекватные проверяющие, все. Но если стандартно говорить про то, что присесть, то это либо большие деньги А большие потеряло это сколько? государство. Ты не знаешь, о каких Ну, мне цифрах ты кажется, вот говоришь? где-то от полмиллиона где-то злотых Мгм. приблизительно. Они уже будут вот очень плотно работать. Может и меньше, не знаю. То есть, я думаю, им дают какие-то инструкции, да. Вот здесь вы можете поплотнее поработать. Ну, смотри, Мгм. работу проработает то же самое. Что ты работаешь на 500 000, Что что на 10 тысяч злотых. 50, да, 10 тысяч злотых, либо 50 миллионов. Примерно А одинаково. работа одинаковая. То есть понятно, что этого за 10 они отпустят, там заплати проценты, иди себе гуляй, а вот этим займутся за 500 000, за Ну пол, да. потому что потом напишут в газете везде, какие мы Ну классные да. парни, да, нашли, вот вернули столько-то денег. В этой схеме бухгалтерия какую-то несет ответственность за эту всю историю? Да, вот здесь, кстати, интересный момент насчет Вообще, ответственности. вообще, какую ответственность несет бухгалтерия Окей, начнем в с этого. Польше? То есть бухгалтерия в Польше несет ответственность, по сути, за действия своих работников, если они были неправомерны, да. То есть то же самое, например, бухгалтер прислал, не бухгалтер, клиент прислал фактуру, например, купил бедронки, не знаю, там, мороженое. Мгм. Ну, это элементарный пример, понятно, Да. за это не посадят. Купил мороженое, и клиент отправляет фактуру. И бухгалтер говорит, я-то это не могу заксинговать. Он говорит, не заксингуй. Я не могу это заксинговать, не заксингуй. Ну, бухгалтер отпускает голову и ксингует этот документ. Соответственно, да, если придет проверка, тогда будет отвечать и клиент, и бухгалтер, потому что как бухгалтер, ну ты же учился, ну как бы ты читал законодательство, ты должен ориентироваться в законодательстве, ты должен понимать, что такую фактуру нельзя. Нельзя, да? А Да. нельзя почему? Потому что это не целевое Да, то есть это не назначение. связано с твоим доходом, то есть как Мгм. то, что ты съел мороженое, ну хотя здесь как бы можно поиграться, я съел Можно. мороженое, стал веселее, пошел, нашел клиента себе где-то там. Типа того, да. Ну или давай пошел. Смотри, давай другой пример. Пошел в стрипуху, там покуролесил, и мне сделали там еще массаж, я взял на все это фактуру. Нет. Ну а что, это мне очень помогает. Я Я, прям я, я там, верю, я там но прям преисполняюсь бесконечно вечно и выхожу, и потом, ну, мне клиенты, продажи, понял, все прям летит. есть судебная практика. О, расскажи. Есть даже Про стрипуху, да? про стрипуху не уверен, но про свадьбу вот такое делали. А, типа брали фактуры на На свадьбу? свадьбу для детей на 150 тысяч и говорили, что там был корпоратив, например. Не, ну смотри, это я тут согласен. Это когда ты говоришь одно, а делаешь другое. А я тебе про кейс, когда я иду в стрипуху, беру там фактуру в ад,
может, они звольнен назвать, я не знаю. Ты знаешь, кстати, что есть сейчас в Польше в этом году ПКД, где ты можешь официально быть веб-моделью, работать на OnlyFans, и ты можешь официально с этого сейчас в Польше Я, платить кстати, налоги. не знал, не Прошу знал. bardzo. Вот, нормальный бизнес. Ну, знаю, что обновились ПКД, потому что сейчас у нас все время Обновились, да. проблемы с этим ПКД, где не меняем, все нужно там вот Да, пересматривать, менять. Ну, то Так есть с вот, этим проблемы. то тут, если приходит налоговая, то они говорят, а что это такое? Ты говоришь, да, был. Ну, я ничего не скрываю. Да, был. Да, вот видео даже есть, смотрите. Здольность Суд такое не ментальная. пропустит. И есть тоже, есть исключения Вот, тоже блин. по закону, по ВАТу, там тоже, я не помню, в каком артикуле, какой статье, там тоже есть. Там, конечно, они все не могут, да, прописать, поэтому они привязали все, что тебе может помочь ощёнгнуть доход, да, то есть получить доход. Понятно, что с этим можно играться вот так, как хочется. Так как твой пример, это реально можно встать на твою сторону и сказать, что да, ну, почему нет? Это мне помогло. Ну, то, что я говорил, даже с мороженым, да, съел мороженое, стал счастливее, пошел, вот познакомился с клиентом, мы там контракт подписали и все. Или пошел в магазин там случайно, из-за того, что покупал мороженое, познакомился с человеком, потому что он тоже ел мороженое, да. В том, как вариант. Хорошо, что еще? Где еще бухгалтерия несет ответственность? И почему, мы сейчас приближаемся к важному вопросу, почему польские бухгалтерии работают так плохо? И давай обсудим, когда люди говорят «плохо», что они под этим подразумевают, как ты думаешь? Плохо я не думаю, я знаю, что они под этим подразумевают, потому что, ну, к нам, например, часто обращаются клиенты, которые уже есть фирмы, которые есть бухгалтерии, и они звонят и говорят, мы ищем новую бухгалтерию. Мой первый вопрос... И что же они говорят в этот момент? Мой первый вопрос. В чем проблема со старой бухгалтерией? Да. То есть мне нужно понимать боли, да? То есть понимать, смогу ли я вот исправить то, что ему не нравится в предыдущей бухгалтерии, или у меня уже это исправлено. Ну да. Да, и первое, интересно, и что они называют? первое это языковый барьер, если это поляками, да, работает. Языковый барьер. Ну, это Окей. стандартно. Тут понятно. Контакт. То есть контакт, плохой контакт. Им дали контакт бухгалтера отдельно кадровика. Звоним, телефона, как правило, не дают, это имейл. То есть на e-mail пишем, там 3 дня не отписывают, либо, знаешь, там написал вопрос, бухгалтерша ему через 3 дня отписала, он ее сразу же ей отписал, потому что неясно, она ему еще через 3 дня там написала. Потом... То есть второе — это скорость ответа, первое — язык, второе — это скорость ответа. Да, третье — это доп. Услуги, ну, то есть что важно, ну, то есть если мы говорим о русско-украиноязычных клиентах, как правило, они нуждаются в доп. Услугах. И первое — это те же самые разрешения на работу, карты побыта, лицензии. То есть они не хотят, вот, чтобы это было, там делать разрешение, там сделали лицензию, там бухгалтерия. Они хотят, чтобы все было в одном месте. Вот их задолбало вот ездить с теми общаться. Они хотят, чтобы это было комплексно. И очень часто вот говорят, бухгалтерия все окей, но вот... Нам нужно делать разрешение, вот те сделали, те пропали. Мы хотим, чтобы это было в одном месте, потому что мы, например, себя так позиционируем, что у нас компания, которая, ну, как бы, по сути, делает все, что... Полного цикла, да? Да, но я не говорю, что мы делаем там торговую марку, да, потому что это не популярно. Но то, что популярно, и то, что уже годами выработалось, то, что популярно, да. А что, назови топ-5. Разрешение... Ну, то есть бухгалтерия — это база, разрешение на работу, что, карты по быту? Карты по быту, транспортные лицензии, потом все изменения по транспортным лицензиям. Окей. Лицензия по агенция по трудоустройству. То есть давай зафиксируем просто как лицензии. Да. Не все, я так понимаю, но лицензии. Что еще? Разрешение. Да. Одинки тоже. Помощь зала ты сейчас была, да? Спасибо. Что еще клиенты называют, когда вот жалуются на прошлую бухгалтерию? Почему польская бухгалтерия работает так плохо, как ты думаешь? Плюс тоже ошибок, очень много ошибок. То есть приходят штрафы. Мне пришел штраф от Ужонда Скарбова. То, что там не так что-то закшинговано, или не так я там что-то делал. И я такой прихожу в бухгалтерию и говорю: ребята, тут такая ситуация, пришел штраф, как бы, ну, вы ж мне там это все кшинговали, вы можете как-то решить вопрос. А они говорят, ну, типа, возвращают тебе бумажки, говорят, в принципе, до свидания, решай вопрос сам. А в смысле возвращают бумажки? Ну, то есть ты приходишь, ну, бумажку в виде там
письма от Жонда Скорбова, Ага, я понял. да, или там уже какое-то Я думал, что с деньгами тебе дают, знаешь. возврат, да? Да-да-да. Ну, кстати, это было бы неплохо, справедливо, да? Но я имею в виду, что часто бывает так, на что мне жалуются наши там клиенты, партнеры, вот именно вот этот момент ответственности, он абсолютно как-то не прописан, непонятен, и в кейсах, когда реально есть проблемы, ты приходишь в свою же бухгалтерию, говоришь, вот у меня тут помогите, там, разберитесь, и вообще тут выглядит так, как будто это вы в этом виноваты, потому что это касается конкретно, допустим, налога там ЦИД. Да? Да. А бухгалтерия говорит, отлично, там, Стас, Вася, Сергей, но только мы тебе просто кшинговали, типа, причем, зачем Это ты к нам твоя приходишь? фирма, да? Это твоя фирма, тебе же прислали налог заплатить, да, или Да. штраф заплатить. Что ты к нам приходишь? А я такой, типа, да не, я же пришел к вам и плачу вам за то, чтобы вы делали все правильно. Получается, вы сделали неправильно. И вот все. И вот тут, как получается, конфликт интересов. Тут цепочка закрывается. Почему так происходит? Или, может, это я в каком-то мире странном живу? Нет, очень часто такое происходит. То есть, что делать? У меня есть знакомый, который судится с бухгалтерской компанией. То есть с каждой бухгалтерской компании должна быть обязательное страхование. То есть я хотел бы к этому вопросу, кстати, тоже поговорить, потому что мало кто об этом говорит. Угу. Ответственность вроде есть за это, вроде нет. То есть даже не знаю, не уверен, все ли делают его. Оно распространяется оно, во-первых, до 10 тысяч евро ответственности. То есть вроде как бы немало, да. То есть если бы ты получил штраф там на 10 тысяч, мог бы теоретически воспользоваться с их страховки и себе вернуть. Но оно распространяется только на księgi rachunkowe, то есть оно на налоги не распространяется. На кадры оно не распространяется, на ЙОДГ оно не распространяется, оно распространяется на что-то, для меня это виртуальное. Я, честно, никогда не слышал, кто-то с этого обязательного пользовался страхования, но оно распространяется только вот на księgi rachunkowe спілки. То есть какие-то там ошибки. То есть если, я понимаю, придет какая-то проверка по спілке и увидит, что именно не по налогам, а где-то там неправильно фактурку закшинговали, и просто душ штраф там 200 злотых, там 500 за то, что неправильно там номерок написали, да, там такие номерки должны писаться по кшингах, тогда тебе как бы компенсирует. Но, во-первых, этого никто не делает, а во-вторых, есть дополнительное страхование. Вот если говорить про нас, у нас, например, есть страхование до 300 тысяч злотых, и мы страховали все. Все налоги, кадры, ЕДГшки. Что это? Сейчас скажи это на языке клиента. Что языке это клиента, когда, говорит? например, клиента будет проблема, будет проверка, будет штраф. Мы говорим о штрафе, который по вине бухгалтерии, да. Не в том случае, когда есть штраф из-за того, что бухгалтер не доставил, из-за того, что клиент не доставил документы бухгалтеру. А когда документы были у бухгалтера, но он неправильно их закшинговал, неправильно отправил отчет, и тогда клиент получил штраф. Тогда теоретически можно воспользоваться с этой страховки. То есть ты... Вам как бухгалтерская компания? Нет, клиенту с нашей страховки. То есть клиент как обращается в нашу страховую. Вашу страховую? И страховая, если, доведена наша вина, это в протоколе расписывается, тогда они компенсируют клиенту этот штраф. Да. То есть, другими словами, ты можешь как предприниматель рассчитывать только на то, что бухгалтерия отвечает за свои бухгалтерские ошибки, связанные именно с обработкой инвойсов. Да? Не только инвойсов, кадры те же. Инвойсы и кадры, да? По сути, и все. Ну и с инвойсом оно все, по сути, начинается. То есть да. там очень много работы проделывается. Смотри, а если я в инвойсе пишу какой-то не тот код, ПКД, под который надо это закшинговать, или там не так написано что-то в назначении платежа, или вот там даты какие-то не сходятся, то кто за это? Или надо было выставить инвойс там звольненный з ВАТ, а я написал там не подлега ВАТ, и вскинул это бухгалтерию, и бухгалтерия это закшинговала. Кто за это отвечает? Это бухгалтер ошибка. Это ошибка есть, если мы говорим по ВАТу, это ошибка бухгалтера. То есть бухгалтер должен ориентироваться и увидеть, если там ты написал, например, нулевой ВАТ, а там должен быть 23, либо там звольненный, либо НП, да. Да, там, или 8%. Да, либо 8%, это как бы ошибка бухгалтера. Но опять же таки, те другие случаи там как бы так, 50-50, да, ты примеры ты там наводил, что там ПКД не тот написал, хотя там ПКВУ, наверное, пишется. ПКВУ, да.
ПКВ это там как бы не так важно. То есть основные ошибки, да, за которые может быть ответственность, это вот как раз с ватом связано. Это очень частые, кстати, ошибки, когда неправильно прописывают ват. И потом одно дело, когда ты прописал больше, чем нужно было, тогда другое здесь это когда меньше. когда меньше, чем нужно было больше, да, написать. Но это ошибка как бы бухгалтера. Но все равно нужно понимать, что как бы все бухгалтера это люди, это не роботы, да. И эта бухгалтерия, то есть бухгалтерские фирмы предоставляют услугу аутсорса. То есть... Как думаешь, с какого момента нужно нанимать уже своего бухгалтера? Имеет смысл? Я считаю, я даже так скажу, что даже можно иметь и своего бухгалтера, и еще пользоваться услугами бухгалтерской фирмы. Очень часто так фирмы большие даже делают. Потому что, во-первых, если с какой суммы нужно смотреть по затратам, да? То есть, если ты платишь бухгалтерии, там, не знаю, 4000 злотых, ну, понятно, что типа, это не оплачивающее, да, как говорится в Польше, нанимать бухгалтера, отдельно кадровика, ты только на зарплату там 15 выкинешь с налогами совсем. Плюс аренда офиса какого-то. То есть, если говорим, что тебе нужен и кадровик, и бухгалтер, плюс аренда офиса, плюс заплатить налоги, это, мне кажется, минимум 15 тысяч должно будут затрат. То есть, если твоя бухгалтерия дешевле, чем 15 тысяч, тогда нет смысла, нет смысла этим играться. Если говорим про то, что я навел пример, что часто большие фирмы нанимают параллельно еще бухгалтерские фирмы, что у них есть свои бухгалтера, свои кадровики. Но как бы одно дело, когда сидит один бухгалтер, один кадровик, которые непонятно, они развиваются вообще, они следят за изменением законодательства. Все равно хорошо, когда есть надзор над другими людьми, да. Они, во-первых, чувствуют ответственность, а во-вторых, есть какое-то объективное, да, объективное решение, да, если, например, клиент, там, предприниматель, у него какой-то вопрос, он приходит в своей бухгалтерии и спрашивает, как делать, она говорит так, ну, окей, это ее, как бы, это ее, как бы, решение, да, но и было бы хорошо проверить еще вот этот момент, там, фирме бухгалтерской, где работает 20-10 бухгалтеров. Есть директор, который, например, ты пришел к директору, спросил фирмы, да, вот как делать в той ситуации. Директор спокойно может себе позвать там 2-3 бухгалтера, они сядут, да, и придут к какому-то одному решению. Ну, это уже, получается, для такого плотного среднего бизнеса. Кто, по твоему опыту, легальнее ведет бизнес в Польше и как бы больше старается, знаешь, там, переживает, поляки либо наши? Мне кажется, наши. Больше стараются и легальнее все делают, да? Да. Но опять же таки у нас такие клиенты, да, то есть я могу отталкиваться от своих клиентов, то есть от своих знакомых, которые занимаются бизнесом. Я могу отталкиваться от того, что я слышал, и от тех книжек, которые я там прочитал, да, про вот эти все схемы, да, которые там в Польше делают. Но знаю, что как бы все придумывают какие-то схемки, да, стараются где-то сэкономить и поляки, и наши, потому что... А поляки, расскажи про это, они тоже как-то пытаются сэкономить, где-то там в кэше деньги принять? Ну, конечно. Это, я просто думал, что они такие зайки, они там все платят. Я тебе скажу, строительные услуги, например, там просто, там Техас, там Дикий Запад, там поляки, там все нал. Все нал, вообще не хотят. Даже вроде как приезжает фирма, название фирмы, бус, реклама, все. Типа все красиво, все красиво, такой там, я либо кто-то разговаривает, они такие, типа, може пан умову подослать, да, справить договор? Он говорит, не, только можно делать ощущение, мы только пока что там работаем, да, например. То есть они тоже смотрят на тебя. То есть они, наверное, смотрят на человека и понимают, ты можешь пойти пожалеться на них, либо не можешь, да. Вот в строительных услугах очень много. Но все равно, как бы, Польша работает, в общем, Польша работает очень хорошо, очень легально. Мне это, кстати, нравится. И здесь один нюанс, то, что мне так кажется, что почему так получилось? Потому что вот в многом сыграло то, что есть правила игры, которых, если ты будешь придерживаться, так, ну, тебе ничего за это не будет. Вот, как пример, ВАТ. Вот когда-то же ввели этот ВАТ, да, там какие-то, ну, он все время, да, работает, но почему полякам вот интересно каждому брать фактуру? Потому что он продал легально, и он должен взять что-то легально купить, потому что если он купит нелегально, он не сможет перекрыть свой ВАТ, да,
который он должен заплатить со своей продажи. И оно как уже цепочка, как снежный этот вал, да, который кается, оно чем дальше. То есть приходишь, ты уже готов переплатить. Тебе часто говорят, тебе как, по нетто или сватом, да? Ты понимаешь, нетто это кэш, а сватом это фактура, да? И люди часто готовы даже заплатить с фактурой, да, по сватам заплатить, чтобы иметь фактуру, да, чтобы себе вернуть, перекрыть как-то этот ват. То есть в Польше как будто удалось запустить эту цепочку позитивных изменений, да, и легальности работы, и сделать такой контекст в стране, чтобы было выгодно всем работать легально. Тебе выгоднее взять фактуру, чем рисковать не брать ее и там не списать это себе, во-первых, на расходы, а во-вторых, иметь там потенциальные риски проверки. Вот. Ну, я тебе скажу, что, например, мы полностью работаем легально. Я себе даже не представляю, как бы, вот имея там какое-то количество клиентов, как они бы приходили в офис, придите ко мне, принесите мне наличка, деньги, это как-то уже, несерьезно. Да. И в завершении, какая же все-таки ответственность у общества с ограниченной ответственностью? Ответственность идет в члены управления, то есть нужно тоже разграничить. Есть собственники фирмы, да? Да. А есть члены правления. Как правило, это совпадает. Да. В этом нюанс. В этом нюанс. И нужно понимать, что отвечают не собственники, а члены правления. То есть, если вы собственники назначили директора какого-то там знакомого с улицы, он не является собственником, будет отвечать он, вы отвечать не будете. Но часто вот наши, скажем так, люди, только не наши, это поляки тоже пользуются. Поляков тоже, как будто поляки у них тоже там пользуются. прям... Да, поляки тоже этим пользуются. Думают, что продав фирму в моменте, когда есть какие-то проблемы, ты как бы избавишься от этой проблемы. Это не так, потому что член правления, именно член правления, не собственник, будет отвечать за тот период, когда он был членом правления. Поэтому, что там рассказывают, что ограниченная ответственность до 5000 злотых, тогда окей. Но здесь нужно учитывать один момент. Да, он отвечает, но он отвечает, когда это было как-то преднамеренно какое-то нарушение сделано. Например, у тебя были деньги заплатить налог. А ты не заплатил. А ты купил себе там кофемашину, да? Заправил машину свою, купил машину. Тогда член правления будет отвечать. Но если, извини меня, он просто плохой бизнесмен, у него не получилось, но у него просто нет денег. Нет денег, тогда тяжело будет доказать его вину. То есть здесь умысел, да, нужно... Вот если докажет умысел, что он мог заплатить что-то, но пустил эти деньги куда-то в другое русло, если мы говорим о деньгах, да, о деньгах, а здесь в бизнесе все время о деньгах, да, идет речь, тогда, получается, будет отвечать, когда умысел будет доведен. Если умысла не было, еще раз, он плохой бизнесмен, ему не получается, он в минус работает. То что? То тогда, скорее всего, что это, конечно, от суда зависит, скорее всего, что он не будет отвечать спулка своим уставным капиталом, который, как правило, 5000 злотых. И его даже нет, потому что его давно уже использовали. Да? Ну да. Ну и имуществом, да, с полки, поэтому тоже важно, которое можно вынести тоже за скобки, да, отдельно. Да. Слушай, чувствуется, что ты в теме, что ты здесь и сейчас в контексте бизнеса, польской бухгалтерии. Мне очень понравился блог про проверки, да, потому что особенно белорусы, они очень этого боятся, переживают, они такие все зайки, все хотят платить налоги. Ну, реально, у меня очень хороший фидбэк здесь. То, что по нашим товарищам из Украины есть вопросики. Не всегда они не идеальные помыслы, а вот белорусы как будто прям, все стараются. И сегодня в этом подкасте ты дал, структуру, понимание того, что человека может ждать, на что он может рассчитывать, кто за что отвечает, да. Ну и самое главное, что если нет у человека умысла, да, какого-то, то все решаемо. То есть никто тебя там в тюрьму не посадит за твои даже там 10 000 злотых недоплаченных налогов, потому что я часто привожу такой пример. Государство любое — это бизнес-модель, это бизнес, да, и им всегда нужно считать, сколько будет стоить 2 года содержать в тюрьме и кормить, да, с денег налогоплательщика, и сколько будет стоить оставить тебя условно на свободе, как-то договориться, пообщаться, разбить на раты, да,
Мы же знаем, что Да, можно разбивать на раты. Тот налог да, или штраф даже, который ты должен заплатить, его частично, скажем так, можно реструктурировать в Польше. да. Тоже классная история. Поэтому давай какой-то призыв к ребятам, да, тем, кто нас слушает, от тебя, как от собственника бухгалтерской компании. Если кому-то будет интересна услуга, то, ребят, ссылку под видео мы оставляем. Можете оставлять заявку на вводную консультацию, на анбординг, пообщаются с тобой, да, либо там с менеджером. Да. Ну, пожелание мое следующее. Напутствие даже так. Напутствие. Нужно понимать, что в Польше вести бизнес легко, если у тебя есть классный бухгалтер. Нужно понимать то, что налоги платить нужно, то есть просто проработать и в ноль, ну, такого не будет. То есть нужно быть готовым к налогам, к уплате налогов. Нужно быть готовым к тому, что бухгалтерские фирмы могут ошибаться. То есть все мы люди, да. Но нужно понимать, что иметь ту бухгалтерскую фирму, которая будет отвечать за свои поступки, да, за свои ошибки будет отвечать, чтобы не поднимет ручки и сказать, извини, это твои проблемы. И, конечно, что если ты будешь понимать, что с твоим тылом там стоит как бы компания, которая в любой проверке пойдет, стоит твои права, которая все сделает для того, чтобы твоя фирма работала максимально легально, уплачивая меньше налогов, да, чем можно было оплатить. Тогда бизнес как бы будет крутиться, фирма будет развиваться, все будет окей в Польше. Польша классная страна для жизни. Класс, петарда. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.